Это канал Hi-Fi Energy. Я всех приветствую сегодня на канале, кто решил посмотреть видеообзор, посвященный новинке компании Monitor Audio. Это полочная акустическая система Monitor Audio Bronze 100. Bronze 100 уже успел отличиться, получил очень много наград, включая главную награду, это ACE. И почему они смогли получить награду, я сегодня расскажу в подробном отчете. И еще, это сегодня мой последний видеообзор на канале YouTube. Последний вот в таком техническом ключе. Дело в том, что я решил все это сделать компактным, то есть обзоры 10-15 минут, а все остальное перенести на интернет-ресурс. В ближайшее время будет открыт интернет-ресурс одноименный hifienergy.ru. Дело в том, что предложения моей компании делать технический обзор оказались, к сожалению, никому не нужными, считают абсолютно никому не нужным. Пользователи в основном тоже, потому что спонсорская помощь в итоге равна нулю. Поэтому все это переместится туда. Я надеюсь, там мне удастся общаться уже с реальными покупателями и с теми, кто хочет покупать товар со смыслом. Там же будет и аудиодорожки. Хотя я к этому отношусь не более того, как, например, когда человек смотрит перед покупкой автомобиля всевозможные ролики, там говорят ему вроде подвеска жесткая, как табуретка, здесь вроде как кресло, а это как роскошный диван. Ну, естественно, попробовать, как выглядит там роскошный диван, кресло-качалка, например, там, и табуретка, говорит, нет, пожалуйста, роскошный диван для меня дорог, кресло, пожалуйста, подойдет, табуретка нет, слишком жесткая. Пойду-ка я завтра закажу себе Lamborghini. Примерно это то же самое, но я надеюсь, что через эти так называемые прослушивания люди будут заходить, читать информацию, по крайней мере, хотя бы будет что-то меняться. Потому что по-другому никак нельзя. Итак, когда я посмотрел, послушал колонки, я сказал, ну да, интересная вещь, конечно, но интересно посмотреть, что там внутри, как это все сделано. О технологиях написано вроде бы много, но толком ничего нет. То есть надо все было смотреть внутри. А смотреть есть что. Очень интересно. На самом деле, вот среди бюджета отличия просто очень большие. Конечно, лучше не с фонариком лазить в корпус, а взять ее и распилить. Вот тогда будет видно. А почему бы и нет? Давайте ее распилим. Эту колонку я, конечно, не пилил. Это вот такую колонку, это вот делает Monitor Audio. Им скрывать нечего, как они говорят, ну а что нам скрывать? И делает специальные такие демо-образцы, чтобы можно было вот посмотреть, что находится внутри. Мне удалось выбросить эту колонку у представителя компании. И сейчас я вам покажу, как она устроена внутри. Здесь есть что посмотреть. А это напольная акустическая система Monitor Audio Bronze 200. Вид изнутри. Что мы тут видим? Фронтальная панель очень толстая, 21,7 мм, стеночки чуть-чуть потоньше, 15 мм, но особых проблем нет, потому что достаточно много идет распорок и есть две стяжки. В качестве стяжек используются вот такие вот болты. Заворачивая динамик, естественно, корпус стягивается. Это значительно лучше. То есть в бюджетной линейке просто найти такое, скорее всего, больше невозможно. Причем распорочки очень качественно вклеены. Они не просто установлены снаружи, да, там помазаны клеем как-то. Здесь есть пазы, качество склейки ну, абсолютно идеальное, нигде ничего как бы выступает. И в верхней части установлен твиттер, и под ним стоит два мидвуфера. Камера, в принципе, до работы двух динамиков не очень большая. Сейчас я покажу, как все это внизу работает. То есть трудно понять на самом деле, что это такое, бэндпасс или фазоинвертор. Нужна колонка, естественно, не распилена. Тогда можно, конечно, определить. А так вот один порт наверху, второй внизу. Как это работает, сказать достаточно сложно. Сейчас я покажу, что находится в нижней части. Это нижняя часть корпуса. Вот видно, что здесь нижняя часть второй камеры отделяет очень толстый поролон. Если здесь есть щель слева, да, то как-то там, тогда это может работать как бэндпасс. Если это вот такой толстый поролон, то это какой-то хитрый фазоинвертор. Внизу находится вторая, вот видно, труба. Внизу видно соединение панелей очень качественное. И вот здесь как раз видно на стыке, что передняя панель отделана виниловой пленкой, потому что много версий, что это краска, это никакая не краска.
Внутри тоже есть пленка. Это самая настоящая пленка. То есть видно, вот она идет по торцу. Но действительно вид такой, что как будто бы все это выкрашено. А сейчас переходим к полочной акустической системе монитор аудио Bronze 100. Габариты, правда, не совсем как бы для полочной, они вот больше значительно. Отделка корпуса пленкой. Корпус изготовлен из МДФ. 4 варианта цвета, то есть очень широкий выбор. Белый, черный, серый и вот как здесь это орех. Фронтальная панель – это тоже отделка пленкой, но под цвет краски. Вот сразу определить, что это вот пленка, честно говоря, достаточно сложно. Я тоже думал, что это все окрашено. Но вот на срезе хорошо видно, что это все-таки пленочка. И сзади идет пленка, то есть это целая панель. Спереди расположен вот на фронтальной панели большой динамик, который выполняет одновременно 3 функции. Это и вуфер, средний частотник и захватывает край немножечко высоких частот. Размер его 20 сантиметров. И не зря его поставили, то есть задача была получить по звучанию акустическую систему, соизмеримую с напольной акустической системой. Сверху расположен твиттер, закрыт он хитрой гексагональной решеточкой. Решеточка не съемная, то есть иначе тогда будет плохая дисперсия звука, то есть будет ухудшаться. В результате испытаний измерений я сделал без решеточки, с решеточкой. Решетка действительно вытягивает ширину. Есть такое дело. Сзади смотрим, что у нас здесь сзади. Наверху хитрый порт фазоинвертора. Это порт Hype 2. На вид, да, там как непонятно, как у какой-то турбины, да, реактивной. Но говорят, что это снижает шум. На самом деле настроено очень низко, 36,7 Гц, поэтому шума никакого нет. И, естественно, есть смысл отвернуть вот в сторону стены, потому что порт относительно маленький. То есть обычно берется 1/3 от размера диффузора. Но если взять такой порт, то корпус вообще будет очень большой. Неудобно будет. В центре расположен болт шестигранной головочкой для затяжки динамика. Первое, что нужно сделать после покупки, проверить, подчеркиваю, проверить затяжку динамика. Использовать можно ключик в комплекте. Кстати говоря, там входит настоящий хром-водали. Тоже, наверное, первый раз такой вижу. Настоящий ключик с маленьким рычагом. Никаких вот таких ключей там длинных брать не надо. 2 пальцами, придерживая колонку за центр и слегка подтягивать. До касания, ну там, может быть, чуть четверть где-то оборота. Половина максимум. Больше не надо. Рекомендует компания раз в полгода где-то проверять. Хотя там должно быть все нормально, потому что вот, дальше я покажу, там есть интересные технологии крепления. Внизу расположены терминалы. Подключить можно, естественно, все что угодно. Там лопатки, бананы, провода, там, все что угодно. Для полочника это даже излишество. Хотя есть смысл, совсем слабенький усилитель, есть свободная пара каналов. Можно, конечно, подключить вуфер на одну пару каналов, твиттер на другую. То есть в этом случае даже со слабомощным усилителем получить какие-то искажения практически их не будет. Если даже внизу будет вуфер перегружен, то твиттер не будет перегружен. Что удалось здесь намерить? Это первое, это проверка импеданса. Проверка импеданса, ну, есть отличия небольшие, я бы сказал так. Среднеарифметическая получается действительно 8 Ом, но если брать по реальной нагрузке диапазон, я бы все-таки сказал, что это 6 Ом. Принципиально, на самом деле, как бы вообще никак. Потому что можно написать там 8, но для себя надо учитывать это 6. Минимальное сопротивление падает до 4,8 Ома. Но в том диапазоне, где падает, это не критично. Там маленький участок есть. А в остальном проблем нет. Твиттер вообще там все достаточно высоко. Проверка импеданса 2 колонок показала, что они абсолютно одинаковые. Вообще 0 в 0. Это говорит о том, что установлены абсолютно одинаковые динамики и абсолютно одинаковые кроссоверы. Соответственно, звуковое давление, АЧХ абсолютно одинаковое. Вот как-то так получилось. Пожалуй, что здесь вот все, да. Перемычки, естественно, съемные, все можно снять. И далее переходим в знакомство
с конструкцией, как это устроено, что находится внутри, в чем, собственно говоря, технологии. Их очень большое количество, ну просто очень много. И я хотел бы рассказать об этих технологиях. Внешняя динамика монитора аудио мало чем отличается от обычных динамиков. Вроде динамик как динамик, на самом деле это далеко не так. Здесь очень много технологических и конструктивных отличий, которые позволяют достичь лучшего качества звучания. Итак, у меня на столе здесь два динамика. Первый – это размер 13 см. Он установлен в напольной акустической системе монитор Audio Bronze 200. Там их установлено два. И большой динамик размером 20 см. Он установлен в полочной акустической системе монитор Audio Bronze 100. Первое серьезное отличие – это способ крепления. Обычно динамики крепятся к фронтальной панели при помощи саморезов, да, тяжелой конструкции, и вот крепятся к фронтальной панели. Реже болты. Монитор аудио использовал вот такой вот мощный болт крепежный. Здесь есть резьба, она заворачивается в динамик, болт закручивается и, естественно, достигается равномерный прижим, равномерная затяжка по всей окружности динамика. Это плюс. Второе, это используется, поскольку болт, не нужны уже никакие крепежные болты, то есть с точки зрения дизайна это все очень здорово и хорошо. Но и третье, это самое важное, да, тоже, этот болт позволяет использовать, вот этот болт используется как полноценная стяжка. То есть в бюджетной линейке вряд ли вы где найдете еще полноценную стяжку. В дорогих моделях можно найти, но так, чтобы дешевый найти и распорку и стяжки, ну, такого в принципе нет. По поводу охлаждения. Охлаждение здесь отверстие занято под крепежный болт. Поэтому охлаждение идет через промежуток между спайдером и магнитной системой. Расстояние здесь большое, поэтому каких-то проблем я не вижу, тем более, что даже для большого динамика регламентированная мощность подаваемая 100 Вт, поэтому никаких абсолютно проблем здесь нет. Высота магнитного зазора 13-сантиметрового динамика составляет стандартные 4,5 мм. Высота магнитного зазора 20-сантиметрового динамика, который установлен в монитор аудио Bronze 100, составляет уже 6 мм, а это очень уже хороший показатель. К тому же здесь установлена очень большая звуковая катушка диаметром 42 мм, и, безусловно, это поможет получить очень точный, быстрый, динамичный бас. Из особенностей. Корзина фланец имеет наклон вовнутрь, то есть самая высокая часть корзины – это край обода. Поэтому можно спокойно положить динамик на поверхность, не опасаясь, что он будет поврежден. Резьба болта, она сверху имеет покрытие герметик специальный, фиксатор. То есть при заворачивании резьбы и затягивании болт удерживается дополнительно от откручивания с помощью вот этого герметика. Следующая особенность. Когда мы говорим о том, как громко работает система, всегда учитываются два фактора. Первый – это какая чувствительность акустической системы. Чем она выше, тем, соответственно, требуется меньше мощность от усилителя для достижения комфортного звучания. Но есть еще и второй показатель. Это какая максимальная мощность системы. И здесь уже имеет значение, какая высота магнитного зазора и площадь диффузора. Соответственно, чем больше объемное смещение, тем громче звучит система. Динамик монитора аудио Bronze 100 можно сравнить по эффективности один с двумя динамиками размером 16 см и стандартным значением магнитного зазора, высота магнитного зазора 5 мм. Поэтому по громкости система будет достаточно эффективная. Она заменяет, еще раз говорю, два динамика 16 см. Поэтому вполне подойдет и для домашнего кинотеатра, когда требуется получить, когда идет динамичная сцена, то есть чтобы был звук не искаженный, чистый, плотный, и для, соответственно, аудиосистемы. То есть если прослушать стандартное стерео, звук будет и на малой громкости, и на большой громкости, соответственно, очень комфортным.
Диффузор мидвуфера сделан из алюминия-магниевого сплава с керамическим покрытием. По заявлению компании Monitor Audio это позволяет значительно улучшить и устойчивость диффузора к изгибным колебаниям. Соответственно, звук будет более точным и более лучшим. При производстве для удаления поверхностной деформации алюминий-магниевый сплав проходит трехэтапный процесс снятия напряжения. После формирования диффузор подвергается высокотемпературному анодному покрытию, при котором на его поверхность наносится слой чистого керамического оксида алюминия на глубину до 50 микрон, в результате чего получается жесткий сэндвич из сплава с замфированным из керамического материала. Обычные диффузоры при работе склонны изгибаться или скручиваться, создавая значительный уровень слышимых искажений. Корзина мидвуфера сделана из пластика. Это литье под давлением. Сделано очень качественно, есть ребра жесткости, все как положено. Для меня такая корзина даже лучше, чем просто штампованная корзина металлическая, хотя там тоже может быть все нормально. Если корзина, предположим, имеет ребра жесткости, имеет антирезонансную обработку, то тоже, в принципе, проблем никаких нет. А для любителей посчитать, вот такая задача. Есть мидвуфер. X-линейное линейное смещение диффузора в одну сторону 6 мм, допустим, частота 100 Гц, масса подвижной системы 18,7 грамма. Требуется, соответственно, определить запасенную энергию в джоулях и затем с помощью сопромата рассчитать изгибные колебания. Вводные данные: толщина ребра жесткости, скажем так, 6 мм и 18 мм ширина. Я так думаю, что запас прочности окажется как минимум в 10 раз выше. Следующая технология от компании Monitor Audio. Это технология мягкого демпфирования. Это, по сути дела, прорывная технология, и в чем ее суть? Если взять обычный динамик, делает его следующим образом. Делает так. Вначале делает диффузор, затем в диффузоре пробивается отверстие. В это отверстие устанавливает звуковую катушку, приклеивает. Затем устанавливается все это в корзину, склеивается, и сверху устанавливается пылезащитный колпачок. Казалось бы, все здорово, но есть одна проблема. Дело в том, что когда катушка движется наверх, она сначала передает усилия в место соединения склейки звуковой катушки и диффузора, и потом только энергия передается на движение диффузора. В результате в месте соединения появляется вибрация, резонанс. Это практически видно у любого динамика. Вот если взять 16 сантиметров, почти у любого динамика есть резонанс 900-1100 Гц в этом диапазоне. И, естественно, при прослушивании энергичной музыки в этом месте часто катушка отрывается. Можно решить эту проблему. Многие компании так и делают. Вот у меня есть здесь динамичек Perles. В принципе, здесь все как бы сделали нормально. Ну, во-первых, здесь корзина штампованная, ну, просто супер. Ребра жесткости, окрашена, она совершенно глухая, и проблем как бы нет. Что они сделали? Они сначала также сделали. Взяли диффузор, пробили отверстие, приклеили катушку, но для того, чтобы усилить место соединения, практически ставится вот такая вот шайбочка, которая повторяет форму диффузора, подклеивается, она достаточно большая, она значительно увеличивает жесткость. И еще вот такой вогнутый колпачок. Конструкция очень получается жесткая, резонанса нет, вот здесь все идеально чисто, но масса подвижной системы значительно возрастает. И для того, чтобы решить проблему, уже надо ставить вот такой серьезный магнит. Для того, можно было бы магниты ставить, конечно, меньше, но очень тяжелая подвижная система. К тому же она инерционна. Это тоже не очень хорошо. Можно решить еще одним путем. Это просто взять вогнутый вот такой диффузор и подклеить звуковую катушку. Приклеить. Но при больших и быстрых перемещениях звуковой катушки получается ударное колебание. Наверняка многие на сабвуферах это слышали. Быстро идет удар. Тоже плохо. Monitor Audio предложила следующий путь решения. Они на звуковую катушку приклеили
шайбочку, которая, как и в первом случае, только здесь она очень маленькая, узенькая. Приклеивает катушку к этой вот шайбе, которая повторяет форму диффузора, и затем через мягкую прокладку приклеивает к диффузору. То есть получается вот такой вот сэндвич. В результате масса очень низкая, то есть лишнее все убирает, и нет ударного колебания. То есть очень чистый, быстрый, точный звук. Это на самом деле действительно очень важный момент, потому что здесь КПД выше. Я уже как-то, когда говорил про Twitter, говорил, что почему фокал делает в центре опоры, как здесь. Для того, чтобы не было потери на краях. Здесь то же самое, потери будут минимальные. Вибраций не будет, резонансов не будет, все будет чистенько. Ну и вообще, если говорить о технологиях, как вообще собран динамик, вот склеен, можно сказать, просто исключительно хорошо. Здесь еще я хотел рассказать о спайдере. Спайдер очень большой, очень широкий. Это очень важный элемент. То есть практически насколько долго отработает диффузор, насколько долго отработает динамик, определяется спайдером. Ну, естественно, важен подвес, но здесь вообще уникальный, как бы я сказал, подвес. Он представляет одно целое. Это обод и подвес. Очень здорово сделан. То есть качество, конечно, здесь исключительное. Из ноу-хау еще можно сказать, это поводочки. Они вблизи вот ввода в терминал согнуты почти под углом 90 градусов. Я посмотрел на всех динамиках. Действительно, вибрация очень маленькая. И вместо ввода и пайки есть капельки клея, но он как бы полутвердый, он не твердый. То есть значительные все напряжения снимаются с помощью вот такого демпфера. Можно сказать, конечно, это все очень здорово сделано. Дело в том, что уже много десятилетий все говорят об одной и той же проблеме, все ее хорошо знают. Это временная рассинхронизация работы динамиков. Динамики устанавливаются на фронтальной панели. Расстояние магнитной системы до фронтальной панели у всех динамиков разное. Соответственно, время прихода от каждого динамика до слушателя, оно разное. Есть принципиально следующее решение. Первое решение – это использовать активные фильтры, использовать активные временные задержки. Это используется, например, в домашнем кинотеатре, используется в автомобильной технике и в топ-системах, в топ-стереоаудиосистемах. Это очень дорого. Есть второй путь решения проблемы. Это разнести по расстоянию динамику так, чтобы время прихода звука от каждого динамика был одинаковым. Но это тоже очень дорого. Это используется, как правило, в очень дорогих каких-то аудиосистемах, и все это дизайнерски обыгрывается, чтобы это было очень красиво. Есть третий путь. Можно расположить динамики на одной фронтальной панели и синхронизировать их по времени. Так, например, поступает компания JBL в своих студийных дорогих мониторах. Это, пример, да, 43, 49, 43, 67. Там твиттер, почему рупорный? Потому он и рупорный. Там решается сразу две задачи. Это как можно ниже опустить работу твиттера, ближе туда где-то килогерц 400, 1400, 1500 Гц. И магнитную систему уводят как можно дальше. В итоге они получаются на одном уровне. Технологически это как бы можно сделать, но это очень дорого, потому что твиттер приходится делать компрессионным, для того, чтобы можно было реально синхронизировать два диапазона. Монитор аудио решил следующим образом, по крайней мере, уменьшить эту проблему и свести ее к минимуму. Первое – это опустили высоту магнитной системы у мидвуфера. Многие скажут, маленький. Да, это сделано специально. Они краем как-то задели про твиттер, что его опустили на несколько миллиметров. Но то, что опустили здорово магнитную систему у вуфера, об этом как-то они промолчали. На самом деле это очень сложная задача. Почему? Потому что чем ниже получается обод корзины, и чем выше, естественно, магнитная система, тем сложнее сделать нормальную работу динамика. Устойчивость диффузора резко понижается. То есть должно быть достаточно большое расстояние
от спайдера до диффузора и от магнитной системы до спайдера. Если еще уменьшить расстояние, то появятся значительные искажения. У динамиков Slim как раз это присутствует. То есть появляется большая, очень сильная неустойчивость диффузора, особенно где-то начиная с Гц 400, 500 и дальше. То есть здесь они решили эту проблему следующим образом. Опустили на максимально возможное расстояние магнитную систему вниз. У Твиттера об этом они говорят. Они, наоборот, магнитную систему максимально опустили вниз, поэтому вот так вот Твиттер далеко ушел. Это проблема, это большая проблема, потому что Твиттер, чем он стоит ниже, тем больше потеря на самых высоких частотах. Да, там можно за счет рупора внизу что-то поднять, но это очень-очень тяжело. То есть, по сути дела, они сделали классический монитор. Вот просто классический монитор. То есть там очень много важных параметров. Это, во-первых, два динамика, два диапазона. Во-вторых, как можно меньше линейные размеры, то есть высота, потому что там находится где-то, если метровая колонка, где-то 150-160 Гц, это слышимый резонанс. А вот JBL, чем они славятся, что любят любители рок-музыки, да, там все как бы супер. Мониторы классные, но когда, в общем-то, узнают, какая цена, там 6-8 тысяч евро за комплект, ну, как-то сразу желание пропадает. То есть стоит очень дорого. Но по тональному балансу для рок-музыки лучше ничего нет. Ну, кроме цены, конечно. Здесь сделано точно так же. Они попытались, если взять магнитные системы, рассинхронизация получается, вот брать их по центру, где-то еще 1-2 сантиметра. Сразу выдаю секрет. Если сделать полочку наподобие, как используют монитор, не монитор, господи, боже мой, JBL, то, естественно, там они специально делают наклонную полочку. Вот на стойке тяжело так поставить. То есть полочка поднимает, опускает, естественно, твиттер назад, магнитную систему чуть-чуть назад, а у вуфера она уходит чуть вперед. То есть в итоге получается, что две магнитные системы оказываются на одном уровне. То есть если колонку поднять примерно на 1 сантиметр, то это даст исключительно точные временные характеристики. То есть система будет работать еще лучше, она будет вообще великолепно работать, потому что фазовые характеристики, они исключительно хорошие. Третий, первый порядок, других вариантов нет для того, чтобы направить наверх звук. И, в принципе, получается здорово. Или когда вы слушаете, там, например, стоя где-то в комнате или сидя, звук практически не меняется. То есть все получается супер. Значит, еще дальше Твиттер отодвинуть нельзя. Я уже говорил, что это применяется другая технология. Это уже другие деньги, это надо делать с компрессионной динамикой. Так что можно сказать, что это одна из тоже важнейших и ключевых особенностей монитор аудио Bros 100. Это важнейшая особенность. Сейчас переходим к измерению параметров мидвуфера. На графике можно посмотреть результаты измерений. Результаты достаточно приличные. Это высокая чувствительность 89,6 дБ на метр. Это и достаточно низкая резонансная частота 43,5 Гц. И низкая масса подвижной системы 18,6 грамма для 20 сантиметров вот такого большого диффузора. Это очень приличный показатель. Один только параметр – это эквивалентный объем или гибкость, да, можно сказать, динамика, она достаточно была велика, то есть объем достаточно большой, 33,4 литра. Это больше как-то было показывает, что динамик больше подходит для работы в конструкции между полочной и напольной. Но, с другой стороны, появились сомнения, что инженеры монитора аудио могли так сильно ошибиться. И для моделирования работы мидвуфера я использовал старую проверенную программу JBL Speaker Shop. Можно пользоваться для моделирования любой другой программы, поскольку это чистая математика. В программе я установил измеренные значения телесмола и, соответственно, я получил два варианта. Первый вариант – это для работы, можно сказать, оптимальная работа. Это красный график. И второй – бирюзовый. Это для реальной колонки. Как работает. Когда я посмотрел на бирюзовый график, я понял, что где-то этот график я видел. Действительно, я его видел, поскольку эти измерения у меня и были. Это я и намерил. Там разница была только
в отдаче порта фазоинвертора, поскольку здесь для идеальных как бы вот всех результатов, а там они взяли чуть-чуть поменьше диаметр порта, тоже все это правильно было сделано, потому что увеличивая диаметр порта, надо было резко увеличивать длину, объем корпуса и так далее. Все поехало. Ну, так я подумал, вряд ли они могли так круто ошибиться. Вряд ли. Я тогда сделал второй график, второй вариант. Это что будет через 100-150 часов работы. Один из параметров, гибкость подвеса, он очень сильно меняется, 10-12%. То есть меняется эквивалентный объем, снижается резонансная частота, снижается добротность. Примерно 10-12%. Ввел опять данные, и, соответственно, я получил уже совершенно другой результат. Вот, красный и зеленый. То есть красный, наоборот, стало похуже, а вот зеленый для объема 18 литров получился очень даже приличный. Что здесь имеем? Имеем на 40 Гц подъем 6 дБ, на 50 Гц 3 дБ. То есть вот на самом таком мясном диапазоне будет очень хорошая прибавка. Но это примерно где-то надо ждать 100-150 часов. Это 99% как бы динамики с нормальными подвесами. Они где-то примерно так изменяют вот гибкость подвеса. Соответственно, можно делать выводы, что все будет очень хорошо. Единственное, я только в модель свою добавил немножечко синтепон для того, чтобы улучшить процессы изобарические, изотермические. И, соответственно, там, я считаю, будет чуть получше, поскольку вот поролон, он работает как демпфер вибрации. Так что к мидвуферу вообще вопросов нет. Вот так, как они посчитали, для такого объема идеально подобраны параметры динамика, и можно ожидать через 100-150 часов значительного улучшения работы в низкочастотном диапазоне, это как раз 40-50 Гц, и к этому моменту звучание колонки приблизится к нормальной напольной акустической системе. Это надо иметь в виду. То есть надо все-таки немножечко выждать этот момент, и все будет здесь нормально. Итак, мы продолжаем знакомство с акустической системой монитора аудио Bronstone и переходим к твиттеру. Твиттер расположен в верхней части корпуса и закрыт очень симпатичной вот такой гексагональной решеточкой. Вероятно, на инженеров магия кристалла произвела впечатление, они вот сделали вот такую решеточку. Решетка имеет очень интересные свойства. С одной стороны, она вроде бы жесткая, с другой стороны, сам материал такой вот мягкий. То есть специально подобрали материал, чтобы резонансы не смогли повлиять как-то на звук. Без решеточки мне, честно говоря, твиттер нравится больше. Вот такой вот красивый. Но, вероятно, без решетки никак нельзя, потому что решетка несъемная. То есть снять ее нельзя, можно, но нельзя. Значит, твиттер состоит из двух частей. Верхняя часть – это волновод и твиттер. Закреплено все это, закреплены две части 4 винтами. Ну и есть замочек, чтобы можно было прямо точно все поставить туда, куда надо. Поверхность волновода обработана каким-то материалом, может быть, даже также керамикой, трудно понять. Шероховатая такая поверхность, очень-очень мелкая. И волновод сам внутри, где идет предрупорная камера, там как раз покрытия нет. Но это, наверное, все правильно, потому что в этой части должно быть все идеально гладко. Купол точно такой же, изготовлен из такого же материала, как и вуферы, алюминий, магний и покрыт керамикой. Кстати, очень симпатичный. Можно выпускать отдельно, как ювелирные изделия. Подвес очень широкий. Тоже все достаточно хорошо сделано. Использован, конечно, пластик, потому что по-другому нельзя. Это бюджетная линейка. Твиттер, вообще он весь хорошо вклеен и плюс еще фиксируется вот таким винтом. То есть просто все намертво. Твиттер неразборный. Его разобрать нельзя. Конструкция у него такая, что не разобрать. Да и зачем? Интересная особенность. То, что я уже проверил, это очень низкая резонансная частота подвижной системы. Для бюджета это вообще как бы, я не знаю, выше крыши. 750 Гц. То есть частота раздела 2200 Гц, никаких проблем.
никаких резонансов не будет. Сейчас я покажу, как твиттер устроен внутри. Разбирать его не буду, просто сниму фланец, все покажу. И перейдем дальше уже к кроссоверам. Кроссовер, измерения, там, все остальные части будут дальше. Акустическая система монитора аудио Bronze 100 сделана так же хорошо, как и демо-образец напольной акустической системы монитора аудио Bronze 200. Внутри все аккуратно проклеено, поролон стоит на месте, провода уложены хорошо, так что никаких вопросов нет. В нижней части корпуса разместили кроссовер. Кроссовер на небольшой платке. На этой плате установлено два фильтра, фильтр высоких и низких частот. На графике напряжения красный вот график, это график в цепи вуфера. Он показывает, что от 200 до примерно 1 кГц идет плавный спад, но далее подключается режекторный фильтр, и кривая резко опускается вниз с наклоном 18 дБ на октаву. Это обеспечит хорошее соединение с твиттером, то есть диапазон будет достаточно хорошо сжат, при том, что фильтр все-таки первого порядка. В цепи твиттера пришлось очень серьезно корректировать работу твиттера, потому что он утоплен вниз достаточно глубоко. Естественно, это серьезное препятствие для самых высоких частот, пришлось вот делать вот такую цепочку. Это кроссовер третьего порядка, здесь тоже в принципе вопросов нет. И можно посмотреть схемотехника. В цепи вуфера стоит, соответственно, катушка и корректирующая цепочка. И третий порядок на твиттере – это классический твиттер и корректирующий резистор в цепи, соответственно, катушки. В результате удалось получить достаточно ровные АЧХ, учитывая, что это сверхбюджет. Почти все разместили в диапазон плюс-минус 2,5 дБ. В нижней части можно ожидать серьезные улучшения от 80 Гц до 40 Гц. То есть моделирование показывает, что там должно очень хорошо все уйти наверх, то есть отдача увеличится. И если правильно ставить колонку, то время прихода сигналов будет соответственно одинаковым и чуть-чуть подравняется вот в районе 1-3 кГц амплитудно-частотная характеристика. Собственно говоря, по кроссоверу это все. Итак, измерения завершены, прослушивание тоже завершено, и можно сделать выводы. Прослушивал я с различными усилителями системы, она мне очень понравилась, и можно настоятельно ее рекомендовать. До этого я слушал и напольные акустические системы, 400-е, 200-е. И по сравнению, если сравнивать с сотами, мне вот сотые все-таки больше понравились. Во-первых, здесь выше точность, может быть, там у напольников они чуть-чуть более, там, бас чуть-чуть выражен, да, они вот чисто киношные. Но если для точности, как универсальные, эти лучше. Это практически классические мониторы. Прослушивание, что в положении сидя, что стоя, исключительно все было хорошо. Единственное, я заметил на фортепиано в положении сидя, вот немножечко оно какое-то вот там кажется пластмассовым, но стоит подняться наверх, все на свои места становится, все хорошо. Я немножко откорректировал положение колонки, то есть там все равно нужно колонки чуть-чуть, ну, JBL тоже они их корректируют где-то миллиметров на 15. Все становится исключительно хорошо, как в положении сидя, так и стоя. Сцена широкая, ну вот в этом как раз помогают твиттеры, потому что я проверял твиттер без решетки. Вроде на акустической оси давление чуть-чуть повыше, но по краям падает. С решеткой по центру чуть-чуть поменьше, зато по краям тоже поднимается. То есть становится ровная сцена. Так что могу настоятельно рекомендовать к использованию. И следующее, это по поводу любителей что-то послушать. На интернет-канале, когда он откроется, там я буду выкладывать какие-то аудиоролики, хотя
противников этих прослушиваний, потому что у меня компьютерные колонки, если сравнивать через YouTube, они у меня лучше звучат, чем там любые самые дорогие колонки. Но люди говорят, нам все равно лишь бы там послушать, как диффузор там прыгает, там, вот такие вещи. Но любителям через экран понюхать, полизать что-то, попробовать, пожевать, можно и послушать, если считаете, что это возможно. Я считаю, это невозможно. Но там будет все равно, будут примеры. На этом, в принципе, обзор завершен. И до новых встреч. Всем пока.